Всем привет! Сегодня приготовим домашнюю версию батончиков Баунти. Я вам сразу могу сказать, что никто просто не сможет отличить от оригинала. Только у нас получится очень много вкусных батончиков, которые мы приготовим из самых обычных, простых продуктов, которые есть в каждом доме. Ну, только стружку нужно будет купить. На самом деле рецепт простейший, готовится все очень просто, а получается просто вкусняшка. Причем их можно отличить, они вкуснее, чем в магазине. Да, без химии и прочей ерунды. Если не хотите пропускать мои новые видео, нажимайте на колокольчик возле кнопки подписка. Вам сразу же будет приходить уведомление о выходе нового рецепта. В небольшой кастрюльке смешиваем молоко, сахар по вкусу. Нам хватает 70 грамм, но, конечно, можно добавить побольше, поменьше, как вам нравится. И сливочное масло. Его можно порезать на кусочки. Я его беру из холодильника. Неважно, все равно мы будем нагревать смесь. Можно еще, кстати, проэкспериментировать и вместо молока использовать сливки. И в таком, жирные сливки. И в таком случае тогда сливочного масла добавлять поменьше. Думаю, тоже классно получится. Вот такой бюджетный вариант на молоке. Нам очень нравится. Я вам серьезно говорю, вообще не отличается от магазинного варианта. Только вкусно и полезно. Вкуснее. Да. Ставим смесь на средний огонь и нагреваем, помешивая, пока масло полностью не растворится. Можно еще щепоточку соли добавить. Масло и сахар полностью растворились. Сейчас убираем смесь с плиты и всыпаем кокосовую стружку. И тщательно все перемешиваем. Кокосовая стружка моментально начнет впитывать жидкость, и смесь станет такой, более собранной. В итоге такая вот смесь получается. То есть, если ее прижимать, она будет собираться в комочек. Сейчас можно поступить двумя способами. Можно вот эту смесь слегка остудить, чтобы не обжигала руки, и сформировать такие маленькие батончики. А можно просто всю смесь выложить в какую-нибудь формочку ровным пластом, заморозить и потом просто нарезать на полосочки, какие вам нравятся. Так получается быстрее, поэтому я буду выкладывать в форму. У меня она небольшая, 20 на 20, но можно даже взять побольше какую-нибудь и просто до конца не докладывать, чтобы слой был потолще. Если бы у меня была более мелкая форма, я бы ее лучше взяла, чтобы батончики такие еще более пухленькие были. Хотя это тоже кому как нравится. Смесь у меня еще такое с плиты, горячая. Форму я проложила пергаментом, чтобы было потом легче достать из формы. Можно просто пленкой пищевой застелить. И вот так выравниваем лопаткой, хорошо прижимаем, чтобы везде была одинаковая толщина. Все, теперь оставляем наш будущий баунти при комнатной температуре, немножко остыть, а потом убираем в морозилку буквально на часик, на два, чтобы все хорошо застыло и было удобнее нарезать ножом. Масса хорошо застыла и стала такой плотненькой. Сейчас перекладываем ее на досочку и нарезаем на полосочки, как вам нравится. Нож берите острый, чтобы кокосовая стружка не тянулась за ножом. Можно просто вот так пальчиками аккуратно поджать уголки, и получится такая форма, похожая на баунти. Вот такие заготовочки у меня получились. Сейчас убираем их снова в морозильную камеру, так как уже немножко потаяли, и потом будет проще наносить глазурь. А мы пока приготовим глазурь. Мне больше всего нравится такая мягкая тающая глазурь, когда даже достаешь из холодильника, кусаешь баунти, и он прям сразу же тает во рту. Это будет глазурь на основе шоколада и растительного масла. Конечно, если вы не хотите, можете просто использовать обычный темный либо молочный шоколад, растопить и покрыть ваши баунти. Либо, допустим, смешать со сливочным маслом, либо какую-то другую помадку или ганаш приготовить. Мне больше нравится этот вариант, поэтому я его и покажу. Здесь у меня 150 грамм темного шоколада. Его нам нужно просто растопить. Нагревать его слишком не нужно, иначе он просто расслоится. Его нужно просто нагреть, чтобы он стал однородным и жидким.
Это можно сделать короткими импульсами в микроволновке по 15-20 секунд, каждый раз перемешивая на водяной бане, либо аккуратно на минимальном огне в кастрюльке с толстым дном. Шоколад нужно обязательно перемешивать, чтобы он плавился равномерно и не перегревался в некоторых местах. Ну вот шоколад полностью растаял и стал таким текучим, однородным. Сейчас снимаем его с огня, добавляем растительное масло и сразу же тщательно перемешиваем до однородности. Сразу будет казаться, что масло никогда не соединится с шоколадом, но перемешивайте и увидите, что смесь становится однородной. Можно воспользоваться венчиком, будет побыстрее, наверное, немножко. Но я беру лопатку, чтобы хорошо промешивать, и шоколад не оставался на дне. Ну, в принципе, вот все быстро, буквально полминутки, минута. Вот такая глазурь получается. Очень текучая, ей очень удобно покрывать различные батончики, печеньки и другие мелкие изделия. И теперь каждый батончик окунаем в глазурь. Ну, когда батончик холодный, глазурь очень быстро схватывается. Я сначала окунаю вот эту переднюю часть, потом быстренько переворачиваю. И обязательно нужно подождать пару секунд, чтобы лишняя глазурь стекла вниз. Ну и чтобы не было перерасхода глазури. Если остается глазурь, можно просто сверху еще чуть-чуть добавить, чтобы был более толстенький слой шоколада. Ну вот пока я доделала все батончики, вот эти первые уже стали такими матовыми. То есть от перепада температур глазурь очень быстро схватывается и застывает. Сейчас отправляем наши баунти в холодильник, чтобы схватилась окончательно глазурь. И можно будет кушать. Там места нет. Ну вот посмотрите, они даже выглядят как настоящие батончики Баунти, только приготовленные из натуральных полезных продуктов. И, кстати, ну вы сами уже увидели, что рецепт совсем простой. Получается очень много батончиков, которые к чаю улетают просто моментально. Я уверена, что дети будут просто в восторге от таких Баунти. Если вы любите кокос, то вы просто обязаны попробовать приготовить по этому рецепту. Я уверена, что он станет для вас просто находкой. Обязательно попробуйте приготовить и порадуйте себя и своих близких такой вкусняшкой к чаю. Надеюсь, такой рецепт вам понравится. Буду ждать ваши комментарии, отзывы, а также фотографии в группе ВКонтакте. Ссылки на все соцсети всегда есть в описании под видео. Ну а на сегодня у нас все. Спасибо за просмотр видео. Всем пока!